Представители знака зодиака Лев. Мои дорогие львы и львицы, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп на неделю с 4 по 10 марта. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами, мои дорогие. Любой прогноз не расскажет о личной истории, перипетиях вашей судьбы. Именно то, что касается вас лично. Но я так надеюсь, мы с вами проведем приятное время. И какие-то подсказки, как альтернативный вариант развития событий или, мои дорогие, нашего восприятия вы для себя получите. Сумеете какую-то ситуацию просчитать на пару шагов вперед. Быть дальновидным, наверное, на этой неделе и на последующую, кстати, забегая немного вперед, будет очень важно. Почему? Это своеобразная прелюдия коридора затмений вот в эту неделю и в следующую, потому что то, что 25 марта у нас происходит лунное затмение в знаке Весы, открывая тем самым коридор, который продлится до 8 апреля и закончится солнечным затмением в знаке Овен. Это соответствует, близости лунных узлов. Они у нас сейчас расположены на оси Овен, Весы. И вот этот судьбоносный период, где-то уже на этой неделе вы можете прочувствовать. С одной стороны, это может выражаться, как мы столкнемся, да и нас самих могут накрывать эмоции, вот такие качелеобразные эмоциональные состояния. И люди-то реагируют точно так же эмоционально. Но если предположить, что жизнь не бывает полностью предсказуема, и не нужно где-то думать, что завтра все разберется, встанет на свои места. Наоборот, мои дорогие, мы живем с вами в такое время, когда нужно быть готовым к каким-то неожиданностям. Это правда. Давайте мы для вас посмотрим. От того, как мы с этим взаимодействуем и складывается наше качество жизни. В разрезе этой недели, нашего еженедельного прогноза, основные вопросы, неожиданности, что важно знать, что скрыто для вас, что важно знать. Чего не избежать, мои дорогие, или с чем вы можете столкнуться, как неожиданность. Чему сейчас не время или что вам может помешать, а что вам будет помогать. Что скрыто? Может быть, чему-то вы не придаете значения. Дела, работа, бизнес. Посмотрим энергетику. Энергия денег, мои дорогие. И личная жизнь. Что же важно знать? Шикарно. 4 жезлов. По сути, праздник после победы. Какая-то победа у вас точно есть. Может быть, это победа в личной жизни, что-то вы смогли осуществить, предпринять, просчитать, мои дорогие, решить какой-то вопрос, согласовать по документам. Вообще, это карта надежности, уверенности в себе, карта якоря. И когда я смотрю в будущее, уже с большим оптимизмом и моя уверенная позиция, я в себе не сомневаюсь. Ну и сам по себе праздник, может быть, какие-то новости к вам приходят, которые вас вдохновляют, больше оптимизма, это правда. Что как неожиданность для вас может быть? 9 жезлов. Вот как неожиданность, к примеру, у меня сейчас прочная позиция, я не хочу какую-то ошибку повторить еще раз. Здесь, правда, вот такая ваша сила будет заключаться в том, что вы как раз и предполагаете, что жизнь непредсказуема. Вы как раз не хотите повторить какой-то прежний печальный опыт, который вас разочаровал. И в неожиданностях может быть обстоятельства вокруг вас, которые складываются турбулентным образом. Меня смотрят люди из разных стран, и поэтому обстановка, она тоже у каждого своя. И эта карта, да, обороны, закрытости, и в то же время, когда ничто вас не застанет врасплох. Готовность к тому, чтобы, где-то нам придется корректировать планы или взаимодействовать в тех условиях, может быть, даже к которым мы не были морально готовы или психологически. Вообще, это не сама по себе неожиданность, которая приходит, это скорее ваше эмоциональное состояние, очень мудрое состояние, когда я не хочу что-то форсировать. И это карта великой мощи, 9 жезлов, герметической колоде Таро. Но вот эту силу, ее нужно употреблять только на доброе дело, для себя самого, мои дорогие. Первое, это чтобы чего-то не упустить. А второе, если
существует реальная опасность, то тогда с этим тоже что-то нужно делать, принимать решение. Вот как будто других направлений нет. Самое главное, вас не должны застать врасплох. Любые новости, любые события, любые обстоятельства. У вас, правда, прочная позиция, но когда, знаете, бывает такое в нашей жизни, приходит какое-то известие, оно нас словно обесточивает, и мы замираем на какой-то период времени и будем думать или должны какое-то время, может быть, себе дать на то, чтобы адаптироваться к новым условиям. А здесь как будто времени-то может и не быть, мои дорогие. И правильно просчитать что-то, правильно оценить свои возможности. И тут хоть бы камни с неба, у вас сильная позиция, значит, на укрепление собственных позиций, на то, чтобы ничто не нарушило глобально ваши планы, только в плане коррекций, если мы говорим, небольших. Быть готовым где-то к неожиданностям как таковым для вас. Вот такая задача на неделе. Чему сейчас не время? Думать, что какая-то история окончательно завершилась. Или в чем-то вы поставили точку. Или что-то не повторится сначала. Или какой-то этап жизни вы прошли, и тоже вы оставили уже позади, и как будто о себе ничто вам уже не напомнит из прошлого. Тут как раз, видимо, из прошлого какие-то ситуации, люди вам о себе могут напоминать. Не время ставить точку, не время подводить итоги. А что же вам будет помогать? А вот когда вы не проспите какую-то ситуацию, как раз вот как по девятке жезлов, вы готовы к тому, что жизнь не бывает полностью предсказуема. К тому, что, ну, как будто мы не должны, как этот милый котик, задремавший и думавший, что он поставил вот эти все мечи или разложил, да, он себе уже создал какую-то оборону. А в это время нельзя быть себе уверенной, по сути дела, так. Предполагать о том, что люди могут манипулировать, ситуация может меняться. Мы можем столкнуться буквально. Это карта вора в других колодах Таро с людьми, которые называются мошенники, правда. И поэтому себя обезопасить, не переходить, может быть, по каким-то ссылкам, которые непонятны для вас, но очень заманчивы, или быть внимательным к сумочкам, кошелькам, к своим деньгам, к паролям аккаунтов. Все-таки фишинг у нас процветает. Буквально не проспать какую-то опасность. Вот это помогает. И к тому, что нам придется взаимодействовать с тем, что придет на порог. Где-то хитро, мудро, ловко, умело. Вот это будет все помогать. Что скрыто? Ваша победа. Вот из этой четверки жезлов победа должна быть усилена и приумножена, мои дорогие. Из одной победы должно следовать как продолжение или победа в другой сфере жизни. Тут у вас судьбоносные, действительно, какие-то на пороге ожидаются перемены. И по этой карте, как удерживать и сегодняшнюю позицию, так этим самым вы как будто прокладываете себе надежный путь к последующим свершениям и возможностям новым. И даже если в последующем хоть камни с неба, мои дорогие львы и львицы, вы, ожидая вот этих неожиданных событий или того, что что-то вокруг будет меняться, вы уверены в себе. И значит, 1001 способ выхода из любой даже патовой ситуации вы найдете. Это просто, карты нам говорят, сильная позиция, которую нужно как и сохранять и приумножать. Дела, работа, бизнес, давайте посмотрим. Быть очень рациональному, избавиться от ментального мусора. Это у нас так выглядит король мечей. Да, у кого-то вы можете столкнуться с представителями власти. Или вы пошли оформлять какие-то документы, вам придется общаться с людьми другого круга общения. Может быть, это люди в погонах, может быть это высокие чиновники. Или вы, карта тоже об этом говорит, должны какую-то ситуацию для себя прояснить наверняка. Может быть, обратиться к юристам придется, к адвокатам, чтобы себе не навредить. Все зависит от того, что у вас сейчас на кону стоит или что в центре вашего внимания. Здесь хладнокровие, выдержка, интеллект и умение не повторить какую-то прошлую ошибку. Вот в основе всего этого лежит. Никаких эмоций. Ну, собственно, все предыдущие карты нам говорили о том же самом. Финансы. Не включайся, десятка жезлов. Вы сейчас сами и свое будущее, ваша судьба
в ваших руках. Что-то, может быть, вот-вот начнет меняться, или придут какие-то известия, или изменения в обстановке вокруг вас может происходить, может быть, не на эту неделю, а на последующую. И вам будет очень важна, точнее, ваша ресурсность, финансовая в том числе. Не потрать деньги, нам говорят конкретно. Не потрать туда, куда можно не тратиться. Или, может быть, это касается какой-то помощи. Может быть, по этой карте нам говорят еще и отдыхай, тогда ты больше денег заработаешь. Правда, уставшие люди делают ошибки. Правильные решения тогда по поводу финансов вы примете. Как будто по 13-му аркану в позиции «чему сейчас не время» мы думали, что что-то завершилось, а тут и себе может напомнить. И это где-то перекликается с финансами, с имуществом или какими-то еще денежными вопросами. Не просчитаться. Вот такая вот задача для вас, мои дорогие львы и львицы. Личная жизнь, давайте посмотрим. Карта Солнца. Вот ваше Солнце, мои дорогие, ваша победа, вот этот праздник после победы, включая личную жизнь, вопросы финансов, ваших честолюбивых планов. Ну, даже какие-то непредвиденные обстоятельства не должны нарушить. Вы должны быть готовы к любому развороту колеса судьбы или к любым жизненным превратностям, испытаниям. У вас, ну, и ведь это, по сути дела, карта, с одной стороны, карта выбора правильного направления, вот эта стратегия, которая у вас закладывается на этой неделе, это будет актуально не просто даже в коридор затмений. Может быть, вы как раз с 25 марта по 8 апреля какие-то точки над «и» расставите или дополнится какими-то обстоятельствами. Но вам эту позицию придется удерживать до конца года. Это для вас будет важно. Не ослаблять, ну, где-то вашу хватку, действовать где-то хитро, умело, расчетливо в делах, которые касаются как и финансов, так и документов или ваших планов амбициозных. Для кого-то эта карта может означать получение новой должности. Здесь тоже должно быть все под контролем. Не должно быть какой-то внезапности, которая вас обезоруживает, потому что на кону ваше солнце. Разобраться с тем, что до этого времени вас сковывало или было какими-то пустыми надеждами, может быть, а здесь есть реальность. И вот так хладнокровно, как король мечей, чего бы, какой бы сферы это ни касалось, чтобы себе не навредить, вы, ну, как, может быть, вывод какой-то должны сделать. Или принять Соломоново решение, которое будет действовать до конца 2024 года. Правда, своеобразная прелюдия перед коридором затмений с последующим продолжением до конца 2024 года. Вот такая важная неделя, по крайней мере, я так вижу через карты. Может быть, это одно что-то, понимаете, и вы не должны это оставить как бы без внимания, потому что из мелкого чего-то или из какой-то деталей складываются более крупные ваши победы и ваше счастье. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, мои дорогие львы и львицы, будьте любимы всегда.